Здравствуйте, дорогие мои друзья! Я вас рад видеть у себя в гостях. Продолжаю выживать под старыми операционными системами. В прошлый раз я выживал на легендарный Windows XP, а теперь настала очередь выживать на Windows 98. Но перед тем, как мы начнем, подпишитесь, поставьте лайк, нажмите на колокольчик, расскажите о моем канале своим друзьям и положительно прокомментируйте. Уставитесь поудобнее, наливайте чай с лимончиком и погнали! Будет очень интересно! Windows 98 вышла 25 июня 1998 года, а при этом второе издание под названием Seasoned Edition или же SE вышло 5 мая 1999 года. Именно на втором издании Windows 98 мы и будем сегодня выживать. Перед вами рабочий стол Windows 98 SE. И первое, с чего мы должны начать, это, конечно же, с браузера. Тут у нас есть Internet Explorer 5. Вроде здесь простой 5, если я не ошибаюсь. Знаменитый мастер подключения к интернету. Через него мы настраивали подключение к интернету. Сколько же надо было тут шагов раньше пройти, чтобы элементарно даже запустить браузер? Он уже пытается открыть страничку Microsoft, но, к сожалению, уже не может. Версия Internet Explorer 5.0. Все правильно. А Windows ME и 2000 Internet Explorer был уже 5.5, который как раз вышел в 2000 году, если, конечно, мне не изменять память. Итак, нам нужно зайти в любую поисковую систему. Ни в Яндекс, ни на Bing мы точно не попадем. Давайте попробуем на Яндекс зайти. Нажимаем здесь на кнопку ОК, и мы видим сообщение, что страницу отобразить невозможно. Попробуем зайти на Bing. Итак, нажимаем тут кнопку ОК, но Bing, к сожалению, увы, не открылся. То есть ни поля поиска, ни картинки, тут ничего, увы, нету. Если в Windows XP на 6-м Internet Explorer была только картинка, то на 5-м Internet Explorer, к сожалению, картинки на bing.com нету. Единственный рабочий вариант это Google. А вот поисковик Google без всяких проблем спокойно открылся. И в поиск мы пишем Firefox FTP. Нажимаем здесь кнопку «Да», и в результатах поиска переходим вот на эту страницу. Вот он. Нажимаем сюда, здесь нажимаем «Ок», и получаем вот такую вот ошибку. Чтобы исправить эту ошибку, нужно с адресной строки убрать в конце самое лишнее и убрать немножко начало, вот где google.com/url, знак вопроса, буква G и равно знак. И здесь нужно в протоколе HTTPS убрать букву S. Нажимаем на Enter, и, пожалуйста, FTP Firefox успешно открылась. Теперь мы листаем самый низ и ищем версию 2.0.0.20. Почему именно ее? Да все просто. Firefox выше этой версии на Windows 98, ну и соответственно на Windows ME Minimum Edition, Firefox не запустится. От слова вообще. Об этом даже написано на официальном форуме Mozilla. Переходим в эту папку, выбираем Win32, выбираем русский язык и нажимаем на сам файл. Какая же тут, кстати, ностальгия по этому окошку. Это окошко я сам видел вживую. Ну, я, правда, точно не вспомню, когда я его видел. Я, к сожалению, был совсем мелкий на момент, когда на моем, а точнее на семейном первом компьютере была Windows 98. Нажимаем кнопку «Сохранить файл» и сохраняем файл на рабочий стол. Так, все скачалось, мы нажимаем на кнопку «Открыть», закрываем ишак или же Internet Explorer 5 и начинается процесс инсталляции Mozilla Firefox. Как раз еще старый олдовый логотип, он мне прям просто нравится. Я прям от него балдею. Если вы тоже, ставьте лайк. Нажимаем кнопку «Готово», запускаем браузер Firefox, ничего не импортируем с Internet Explorer и нажимаем кнопку «Далее». И далее браузер будет ругаться на сертификаты, и это нормально. Нужно поставить точку, всегда принимать этот сертификат и нажать ОК. Не делаем его браузером по умолчанию пока, нажимаем кнопку ОК здесь, и даже страница mozilla.org современная более-менее открылась. Но, конечно, не без багов. Вот, например, вот такой есть баг. Некоторые картинки липнут на текст или наоборот. И так далее. Но, в принципе, более-менее сайты открываются. Некоторые, конечно. Более тяжелые сайты, я не думаю, что они откроются. Либо Windows 98 просто зависнет на них.
2.0.0.20 2006 года. Я также помню версию Firefox и 3.6, но, к сожалению, он сюда уже реально не встанет. Закрываем лишнюю вкладку, здесь он не может найти какой-то сайт, но это нам и не нужно. Переходим теперь уже к другим программам. Все по традиции данной рубрики. Первое, с чего я хочу начать с аудиоплеера. Естественно, мы сюда установим классику всех времен, а именно Winamp 2.95. Так и в поиске пишем Winamp 2.95. И нам нужно выбрать сайт, например, Old Version. Я надеюсь, что он откроется. Самое что интересное, oldversion.com или oldapps, они не открываются ни на 5-м Internet Explorer, ни в 6-м, но на 6-м они, правда, очень плохо работают. Хотя oldapps очень хорошо работает в Windows XP, а вот на Windows 9X системах oldapps, к сожалению, не работает. Old Version, если вдруг кто не знает, это веб-сайты, где хранятся старые версии программного обеспечения. Там есть старые версии программ и до Windows, и до Linux, и даже вроде до macOS там есть. Ну, по крайней мере, я там видел. Так, у нас будет снова сейчас ошибка с сертификатом. Ставим эту же самую знаменитую точку и нажимаем ОК. Теперь мы нажимаем на кнопку «Загрузить сейчас», «Продолжить», и еще немножечко придется подождать. Итак, ждем теперь автостарта загрузки файла, нажимаем на кнопку «Сохранить файл», и после скачивания мы, конечно же, открываем этот самый файл. И вот он, старый добрый инсталлятор Winamp. Здесь мы проходим все стандартные этапы установки и ждем, когда мы закончим настройку Winamp. Мы ее уже закончили так быстро и нажимаем на кнопку. Ну и тут Winamp пытается открыть собственную страницу в браузере. Вот он, великий и могучий Winamp. Много мы дисков музыкальных слушали на нем. Я слушал не только на Winamp, но и на AIMP. Но AIMP, к сожалению, в те времена, увы, не было. И музыку он сейчас спокойно и проигрывает. Просто ностальгия. У меня олдскулы до сих пор сводят. Эта версия вышла 24 июня 2003 года. Вот, и тот самый знаменитый бенчмарк от Winamp. Вот этот старый я, правда, не очень хорошо помню, потому что я помню очень хорошо только 5-ю версию Winamp 5.6. Но, тем не менее, Winamp у нас работает. Шикарный аудиоплеер всех времен. Давайте сейчас мы перейдем дальше. Так, вернемся в браузер и давайте мы, наверное, пока пойдем дальше, теперь займемся, наверное, архиватором. В принципе, сюда без проблем должен подойти WinRAR 3 версии. И вот он, WinRAR 3 версии. Заходим опять на Old Version. Так, у нас тут появилась ошибка о том, что Firefox не может установить защищенное соединение с сайтом каким-то. И самое что интересное, к сожалению, мы не сможем скачивать программы с sourceforge.net. Это печально. Потому что второй Firefox, к сожалению, его толком, увы, не откроет. Нажимаем здесь кнопку «Загрузить сейчас» и скачиваем WinRAR. Так, открылась наконец-то страница загрузки WinRAR. Подождем, пока она начнется автоматически. Если вдруг она не начнется автоматически, надо нажать вот здесь. Сохраняем мы файл на рабочий стол также. Нажимаем здесь кнопку «Открыть», «Ок». И вот он, старый добрый инсталлятор WinRAR. Здесь нажимаем ОК, и все, WinRAR у нас установился и успешно работает. Версия 2002 года. Работать с архивами мы можем безо всяких проблем. Чтобы еще установить из программ, в принципе, надо заняться видеоплеером. Но я, конечно, поставил бы сюда с удовольствием VLC, но VLC, к сожалению, не поддерживает Windows 9X. Чтобы VLC работал, надо устанавливать KNRX. Лучше мы установим сюда кодеки вместе с MediaPlayer Classic. Давайте так и загуглим Keylight Codec Pack версии 3.4.5. Так, и я уже на этот раз хочу перейти на сайт oldos.ru, потому что Old Version, он будет все еще долго грузиться. Нажимаем здесь опять и применить этот сертификат, и нам нужно как раз найти ту самую версию, желательно 3.4.5. Потому что именно она 100% будет работать с Windows 98. Вот она. Нажимаем здесь на кнопку «Скачать» и нажимаем на кнопку «Сохранить файл». oldos.ru, кстати, очень хороший сайт для старых операционных систем. Вот оттуда софт тоже можно качать без проблем. Так, открываем и запускаем. Так, у нас тут произошла ошибка. Требуется DirectX версии 8.1. Ну, в принципе, это не проблема. Идем опять на Old Version и давайте здесь так и найдем DirectX 8.1.
Так, переходим на эту страницу и ищем нужный нам здесь DirectX. Он, по идее, тут должен быть. Так, вот, есть версия 8.0, но меня интересует версия 8.1, а ее, похоже, тут, наверное, не будет. Но есть тут какая-то версия постарше, 8.2. Давайте ее и попробуем. Нажимаем тут кнопку «Скачать». Сохраняем обязательно на рабочий стол. Просто по умолчанию здесь у меня все будет сохраняться на рабочем столе. Кстати, наверное, давайте в корзину переместим установочные файлы программ, они точно понадобятся. Ну, чтобы место на диске сильно так не захламлять, можно так сказать. И откроем сейчас архив с помощью WinRAR. WinRAR поддерживает работу с 7-zip. Ну, точнее, с архивами 7zip. Так, не хочет WinRAR открывать, тогда придется дополнительно все-таки устанавливать и 7-zip. На SourceForge.net мы, как я уже говорил, мы не попадем, так как Firefox 2 не работает с этим сайтом, поэтому ищем здесь другой источник. Так, смотрим. Здесь написано, что поддерживается Windows 95 и 98. Значит, по идее, 7-zip должен работать этой версии 9.20. Значит, мы его сейчас и скачаем. Дело в том, что DirectX, он изначально не поставляется с Windows 98, поэтому его нужно устанавливать отдельно. Более того, DirectX можно было часто найти на дисках с играми. Ждем, когда появится окошко с сохранением файла. И после того, как мы скачали 7-zip, открываем его. Нажимаем Install. Так, программа установилась. Давайте попробуем открыть архив. И вуаля, 7-zip работает этой версии. Распаковываем на рабочий стол инсталлятор DirectX. Запускаем, нажимаем Unzip. Так, файлы распаковались, ищем файл setup. Вот он, запускаем, нажимаем кнопку «Да», принимаем условия лицензионного соглашения и ждем, когда установится DirectX. Так, до завершения. Все, DirectX у нас практически установился, нажимаем ОК и перезагружаем операционную систему. Не обращайте внимания на какозябры, это MS-DOS 6.22 так кириллицу отображает. Ну, в кавычках так отображает. Так, нажимаем здесь кнопочку ОК, идет создание базы драйверов Windows и знаменитый барабашка. Ну, барабанчик, который как раз тут и появился. Его во время установки системы можно увидеть. Его даже можно было увидеть и в моем последнем видео на канале. Если кто не видел, посмотрите его. Так, закрываем эту папку. Да, только что прозвучал звук запуска Windows 98. Извините, если я перебил. Я просто его только потом уже услышал. Да, я случайно убрал кодеки, но ничего, мы восстанавливаем файл, запускаем его заново. Нажимаем на кнопку «Да». И все, кодеки у нас устанавливаются. И вот он, знаменитый Media Player Classic. Так и все по умолчанию устанавливает. Вот эта версия Keylight Codec Pack, как раз она последняя, которая поддерживает Windows 98. Так, в меню пуск, Media Player Classic. И вот он, красавчик. Он очень сильно по дизайну напоминает Windows Media Player 6.4, который как раз входит в состав Windows 98. Вот, посмотрите, они практически похожи. Посмотрите, фактически это один в один Media Player, точнее Windows Media Player 6.4. Так, с кодеками разобрались, убираем все лишнее в корзину, запускаем заново браузер, начинаем новую сессию, здесь закроем сразу страницу Mozilla и продолжим поиск программ. Так, видеоплеер установили, кодеки тоже, аудиоплеер есть, архиваторы есть, браузер есть. Теперь давайте графический редактор. Ну, конечно же, здесь будет GIMP. Попробуем сюда установить GIMP 2.6. Возможно, он подойдет. Ага, официальный сайт GIMP не открывается. И тут я вспомнил про легендарный сайт alldos.ru. Вот на нем мы сейчас и скачаем какой-нибудь GIMP. Давайте попробуем версию 2.0.5. Возможно, она подойдет. Скачиваем, сохраняем и устанавливаем. Нажимаем здесь кнопочку «Открыть» и, наверное, мы запускаем... Нет, давайте по-другому. Распакуем это все на рабочий стол сначала. И уже запустим установку GIMP. Нажимаем на кнопку Next, принимаем условия лицензионного соглашения. Требуется тут у нас GTK плюс 2.0. Здесь как раз в комплекте он есть. Давайте его и установим. Это очень важная штука до GIMP, поэтому ее мы по-любому должны установить. Да, систему необходимо перезагрузить, поэтому пока мы закроем снова на время браузер и нажимаем на кнопку Finish. Перезагружаем систему. Забавный факт, то что Windows 98 как раз была на нашем семейном первом компьютере. Я не помню там какой был процессор, по-моему, то ли Pentium 1 или 486 или 386, точно я уже, к сожалению, не помню.
знаменитый звук запуска Windows 98. Теперь запускаем установщик гимпа, но может в этот раз он пойдет. Так, все, установка уже успешно идет. Так, устанавливаем тут расширение файлов до GIMP, Next, создаем ярлык на рабочем столе и просто устанавливаем. Запускаем прямо сейчас GIMP. Так, у нас появится тут командная строка. Так, установка GIMP, продолжить. Ну, здесь так мы нажимаем продолжить, мы все делаем по умолчанию. И вот, даже сзади пока у нас сеанс MS-DOS или командная строка по-современному. Ждем, пока запустится GIMP. Кстати, по поводу графического редактора, сюда подойдет Photoshop версии CS2 или знаменитый 5 или 6 Photoshop. Не перепутайте с SC5 и CS6. Так, это советы программы. И вуаля, GIMP запущен. Вот он, вполне себе работает. О, как красиво о программе. Это просто красиво. Даже тут показываются титры, где показываются, кто создал программу, кто участвовал в разработке, кто переводил и так далее, и так далее. Версия там вроде 2004 года, если я не ошибаюсь. Давайте мы завершим работу с GIMP, вернемся в браузер и продолжим поиск. Дальше нам нужен будет какой-нибудь офисный пакет. К сожалению, LibreOffice или OpenOffice установить на Windows 98 не получится, потому что они вышли уже в эпоху Windows XP, если я, конечно же, не ошибаюсь. Я просто не использовал 98-ю на постоянке, поэтому я могу в чем-то ошибаться. Если я в чем-то ошибся или допустил какую-то оплошность, не стесняйтесь об этом написать в комментарии, я буду вам только благодарен. Устанавливаем тогда сюда Office 97 и заходим на тот самый alldos.ru. Здесь, кстати, Office 97 полностью распространяется свободно. Это означает, что никаких проблем у вас с этим вообще не будет. Здесь Office спокойно распространяется свободным образом. Где-то же она была. Вот она, мы ее сейчас и скачиваем. Сохраняем на диск и ждем, когда она скачается. Открываем мы архив, и у нас тут архив в формате ISO образа. Но это ничего страшного, мы берем его и распаковываем на рабочий стол, а потом мы распакуем, соответственно, сам образ Microsoft Office. Так, ISO образ у нас распаковался, тогда мы сейчас его тоже распакуем и ждем, пока распакуются все установочные файлы. Так, распаковка завершилась, переходим в папку с установочными файлами и запускаем сетап. Боже, какой ностальгический интерфейс установки. Нажимаем далее, здесь нажимаем кнопку ОК, тут нажимаем ОК. Так, ждем, когда у нас офис найдет необходимые компоненты, тут нажимаем снова ОК. Так, поиск у нас установленных компонентов идет, и здесь мы сейчас, наверное, выберем выборочную установку, нажмем на кнопку выделить все, нажимаем на кнопку далее, и устанавливается прямо сейчас Microsoft Office. Какой же все-таки ламповый инсталлятор, и вот эти самые рекламные сообщения. 97-й Office для многих это самый первый пакет Microsoft Office. Самый-самый первый. Сейчас кто-то работает на 2010 офисе, на 2013, на 2016, у кого-то, наверное, 21 стоит. Лично у меня на компьютере стоит 2010 года офис. Обновляются у нас системные файлы. Так, автозагрузка у нас тут появилась. Это мы все пока закроем, нажимаем на кнопку ОК. Пока все это удаляется, запустим Microsoft Word. И оп, он вполне себе работает. О, вот и самая знаменитая скрепка. Вот она. Привет, скрепочка. Начинаем работу с Word. Окей. Давайте скрепку оставим пока. Работать с текстом мы без проблем можем. С документами тоже. Так, посмотрим, наверное, еще и Microsoft Excel. Вот он, красавец. Начинаем работу с Excel. И Excel тоже очень в себе вполне хорошо работает. И, конечно же, посмотрим мы Microsoft PowerPoint. Программа для создания различных презентаций. Готово нажимаем. Так, нет, справку мне не нужно. О, звездочка и та самая скрепочка. Красивая, какая была в те далекие времена. Так, вернемся сейчас мы в браузер. С офисом мы разобрались. GIMP у нас уже установлен. Что же еще такого установить сюда? Но, в принципе, нам нужна программа, с помощью которой мы сможем скачивать торренты от ваших друзей. Например, вам они прислали фотки с отдыха, а вы, например, хотите их скачать на Windows 98. Хотя во времена 98 их
их не было, но моя рекомендация будет это uTorrent 1.8.2. Зайду я на ODOS и найду какую-нибудь версию. Вот она, та самая 1.8.2, давайте ее попробуем. Просто там на многих сайтах писалось то, что она не поддерживается 98, а может она на самом деле поддерживается. Распаковываем ее на рабочий стол и запускаем. Так, next, не устанавливаем вот эту панель, эти галочки лишние поубираем, и все. uTorrent вполне себе работает. Торренты от ваших друзей качать мы сможем на Windows 98 безо всяких проблем. Так, давайте еще FTP клиент установим, FileZilla. Так, делаем то же самое. Скачиваем FileZilla сейчас. Нашел версию 2.1.9. Надеюсь, она заработает и подойдет. Так, так, автоматически загрузка не пошла. Нажимаем на вот эту надпись Click Here, сохраняем файл и открываем его. Нажимаем ОК. И так, у нас тут нет русского языка. Ну ладно, нажимаем English, Next и Install. FileZilla вполне себе работает. Версия 2003 года. Качать ништяки с FTP можно без особых проблем. Итак, FTP клиент есть, торрент клиент есть, аудиоплеер есть, браузер есть, графический редактор есть, офисный пакет полностью есть, архиваторы у нас есть, и также у нас есть легендарный Media Player Classic, то есть видеоплеер тоже присутствует. Никакие больше другие программы я, к сожалению, вспомнить я не смог. Если вдруг я что-то из программ здесь пропустил, смелее об этом пишите в комментарии. Ну а на этом, в принципе, все. К сожалению, я не могу точно 100% вероятностью сказать, что жить на 98 можно будет точно так же, как на XP и Windows 7, но более-менее комфортно на ней работать практически можно. Но стоит ли ее использовать в 2024 году? Ну, скорее всего, нет. Лучше уж или XP в настоящее время, или все-таки лучше Windows 7. Но это мое субъективное мнение. Ваше мнение обязательно напишите в комментарии. А на этой чудесной и классной ноте я каждому из вас говорю огромное спасибо за просмотр данного видео. Слушайтесь маму, мойте руки с мылом и будьте самыми клевыми, а значит оставайтесь сами собой. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Рассказывайте о моем канале своим друзьям, делитесь эти видео в других социальных сетях. Не забудьте также подписаться на мои Play и Live каналы, подписаться на мой телеграм-канал, Discord сервер, Steam профиль и группу ВКонтакте и по возможности поддержать канал копеечкой. Все ссылочки в описании под данным видео. Также в описании под данным видео я оставлю ссылки на выживание по XP и по семерке. Обязательно их посмотрите. Я тоже там постарался сделать их очень интересными и крутыми. Ну и не забудьте про мой последний ролик, который неожиданно до меня набрал более 2000 просмотров за примерно 1 неделю. На этом я заканчиваю. Всем пока. Спасибо за внимание.